Для того, чтобы быть успешным, неважно в какой сфере, необходимо обладать определенными качествами, о которых не всегда пишут в резюме. Сегодня мы разберем 5 ключевых навыков современного человека и объясним, почему важны именно они. Умение учиться. Вспомните, как вы были рады тому, что закончили школу. Потом вы были рады тому, что закончили университет, будучи уверенными, что все, больше не придется садиться за парту. Буквально за парту может нам садиться и правда не надо, но реальность такова, что учиться необходимо постоянно. Не только когда ты школьник или студент. Мир постоянно меняется, так же, как и различные технологии и любые другие инструменты, которые используют в своей работе те или иные специалисты. И для того, чтобы всегда быть в теме, необходимо постоянно проходить дополнительные курсы обучения. Более того, мы живем в эпоху, когда многие профессии исчезают, но на смену им приходят другие, нередко сочетающие в себе сразу несколько. Поэтому мы всегда должны быть готовы к тому, что переучиваться надо. Забудьте о фразе «мне уже поздно учиться». Приведем пример. Набирает популярность профессия биоинженера. Это специальность, сочетающая в себе две других – медика и инженера. На сегодняшний день уже есть вузы, которые готовят специалистов в сфере биоинженерии и биоинформатики. Это МГУ и МФТИ, Институт биоинформатики в Санкт-Петербурге, Тюменский государственный университет. Но людям, которые ранее получили образование только в сфере медицины или инженерии и решившим связать свою жизнь с биоинженерией, необходимо было доучиться и восполнить пробелы в другой сфере. Помимо всего прочего, человек, который умеет и любит учиться, может также изучать иностранные языки, благодаря чему он будет более востребованным на рынке. Да и в целом человек, способный к постоянному обучению, постоянно узнает что-то новое, изучает то, что интересно ему, саморазвивается, что также полезно и в жизни. С таким человеком всегда будет интересно поддерживать разговор на разные темы. Это также повышает уверенность в себе, что тоже немаловажно как для построения карьеры, так и для того, чтобы заводить новые знакомства. Умение говорить. Вспомните, кто вас учил ораторскому искусству. За последние десятилетия искусство красиво и убедительно говорить чуть ли не стало синонимом слова «успех». Мы все знаем, что куда охотнее было слушать человека, который говорит четко, грамотно, уверенно, чем того, кто разговаривает тихо и запинается. Для того, чтобы зритель вам верил и доверял, мы сами должны себе верить и доверять на все 100%. В современной риторике существует 4 закона, которых придерживается каждый оратор, который хочет быть услышанным. Закон гармонизирующего диалога, закон ориентации и продвижения адресата, закон эмоциональности речи и закон удовольствия. Первый закон подразумевает, что речевое общение становится эффективным только в том случае, когда его участники участвуют в диалоге, а не только слушают монолог выступающего. Это помогает установить связь с публикой, а также вызвать у них чувства и мысли на тот или иной счет. Второй закон требует, чтобы аудитория могла сориентироваться в речи оратора. Для этого выступающему необходимо использовать слова, которые указывают на порядок. Во-первых, сперва и так далее. Резюмирующие слова, следовательно, то есть, а также связочные предложения. Перейдем к следующему моменту. Закон эмоциональности говорит сам за себя. Говорящий должен уметь вызывать эмоции у слушателей. Закон удовольствия предполагает, что речь будет эффективной тогда, когда сам говорящий получает от нее удовольствие, ведь публика все чувствует. Учиться ораторскому искусству можно и самостоятельно. Книги Джеймса Хьюмса «Секреты великих ораторов», «Говори как Черчилль», «Держись как Линкольн» раскрываются основные приемы и техники. Например, пауза – это то, с чего должно начинаться любое выступление. Если вы посмотрите выступления известных спикеров TED, то наверняка заметите, что почти каждый выдерживает паузы. Просмотр выступлений спикеров также поможет вам самому стать успешным оратором. Для этого необходимо не просто смотреть выступления, но и отмечать для себя, какие фишки используют те или иные выступающие. Например, когда выступала на лекции TED Аманда Палмер в 2013 году, видео с ее речью набрало 1 000 000 просмотров в первый же день. Она использовала эффект неожиданности, поставила на сцену пластмассовый ящик и показала зрителям ромашку. Также и она выдерживала паузу, благодаря которой ей удалось завоевать внимание каждого зрителя.
Манош Васудеван, выступая с лекцией «Тяни меньше, сгибайся больше» в 2017 году, помимо паузы также использовал прием риторического вопроса и начинал свое выступление с фразы «У вас когда-нибудь были проблемы?». Очевидно, что каждый человек подумает о какой-то своей проблеме, что вызовет эмоции. Будь креативным. Как просто. Постоянная тренировка мозга искать нестандартные решения способна повысить ценность человека как специалиста. Чем выше уровень креативности, тем больше оригинальных черт у ее обладателя. А значит, такой человек сможет выделиться из массы конкурентов и обрести свой неповторимый стиль. Также нестандартное мышление способно привести нас к созданию чего-то необычного и уникального, какого-то продукта или услуги, которых многим не хватало. На самом деле креативные люди существовали всегда, и именно они и творили историю. Например, Эйнштейн не изменял правилам научного мышления, но все равно рассматривал проблему под другим углом. До него считали, что константа — это скорость времени. Эйнштейн же предположил, что константа — скорость света. Ученый изменил парадигму мышления, задаваясь вопросом, а что, если все наоборот? Сейчас существует множество литературы по теме развития креативности, чтение которое поможет в развитии данной способности. Фрирайтинг Марка Леви. Поток Михая Чиксент-Михай. Дизайн мышления в бизнесе Тима Брауна. Умение работать в команде и обладание эмоциональным интеллектом. Какими бы навыками вы не обладали, но ни один человек без команды не смог бы построить целую империю. Залог успеха здесь – слаженная командная работа. Умение работать в команде – не только ценный навык для сотрудника компании, но и для тех, особенно для тех, кто хотел бы создать собственный бизнес. Стив Джобс в 90-х приобрел небольшую компанию по производству компьютеров. Офис находился в здании с 3 отдельными помещениями, однако Джобс не находил себе места до тех пор, пока не придумал, как бы он мог разместить в одном помещении всех сотрудников. Когда он все же поместил всех в одно пространство, где они могли общаться и решать совместные задачи, эффективность компании выросла. Коллеги почувствовали себя единым целым, готовыми совершать великие дела. Слаженная работа возможна тогда, когда участники чувствуют себя в команде безопасно. Так однажды Google провел исследование, после завершения которого был сделан вывод о том, что сила вовсе не в подборе сильных кадров, а в том, чтобы каждый из участников чувствовал себя психологически комфортно. Эмоциональный интеллект – способность человека понимать и распознавать эмоции, как свои, так и чужие, понимать намерения, мотивацию и желания людей. Умение управлять своими эмоциями. Повышенный эмоциональный интеллект может влиять на успехи человека в обучении и работе, позволяет проявлять лидерские качества, находить контакт с людьми. Именно благодаря высокоразвитому эмоциональному интеллекту удается создать гармоничные отношения с коллегами и подчиненными. Руководитель, который хорошо распознает чужие эмоции, может стать поистине прекрасным лидером, который будет вести за собой. Спортивная дисциплина и стремление к здоровому образу жизни. Помимо того, что спорт улучшает здоровье, он также дисциплинирует. Постоянные занятия спортом помогают в выработке привычки. Сначала это привычка заниматься спортивными упражнениями, а потом другие привычки, не менее полезные. Также спорт позволяет человеку чувствовать себя бодрее, благодаря чему он, чувствуя прилив энергии, готов творить. Спорт укрепляет веру в себя и свои силы, поднимает самооценку, развивает волю. Успешные и богатые люди из списков Forbes тоже обязательно занимаются спортом. Самым элитным его видом считается теннис, любовь к которому объединяет следующих богачей: основателя Amazon Джеффа Безоса и главу Microsoft Билла Гейтса. Последний вовсе неоднократно принимал участие в крупных благотворительных матчах с разными звездами тенниса. Что касается молодого поколения богачей, то у них популярен серфинг. Марк Цукерберг, например, любитель порассекать волны на Гавайях, а один из основателей Google, Ларри Пейдж, увлекается кайтсерфингом. Если человек увлекается спортом, скорее всего, он также правильно питается и в целом ведет здоровый образ жизни. А там, где крепкое здоровье, успех. Потому что у здорового человека всегда есть сила на то, чтобы заниматься своим любимым делом. Это были 5 главных качеств человека, необходимых для достижения успеха. А что бы вы добавили в наш список?